Вот оно что стучит. Доездил. Стук больше всего проявляется, когда колеса повернуты на повороте и на повороте ямка. Вот тогда больше всего слышен. Не знаю, как будет на видео, заметен ли люфт, но в реале люфт очень даже заметен. Меняем шаровые. Вторая то же самое, чуть поменьше. Вот видно немножко. Вопрос, как будем снимать шаровую опору. На примете два способа. Начнем. Делаем так, чтобы это колесико было повыше остальных. Отпустили машинку. Следующая задача — извлечь из рычага палец шаровой опоры. Подсмотрел этот способ на просторах интернета. Вот между поворотным кулаком и рычагом нужно воткнуть максимально подходящий по размеру металлический предмет и поднимать машинку. Угол рычага будет меняться, и, соответственно, палец из рычага выдернется. Пробуем. Сначала какой-то был звук. А рычаг-то вышел. Отлично. Этот звук, это и было выход рычага. Значит, способ-то работает. Так, как эту защитку-то снять? Вот она, на двух защелочках, вот на этих вот. Цепляется за поворотный кулак. Вернее, не за поворотный кулак, а за кромку шаровой опоры. Теперь задача не менее сложная. Выкрутить из поворотного кулака саму шаровую опору. Здесь нужна длинная голова на 41, а у меня ее нет. Первая легенда у нас оправдалась. То, что можно без съемника снять шаровую из рычага. То есть он и съемничек-то вот приготовлен, но не пригодился. Отлично. Будем испытывать вторую легенду. Подобраться, ударить молотком, разогнуть вот эту кромку, то, что завальцовано. Пока не представляю как. Не подступиться. Попробуем так. Второй сегодняшний миф — это то, что можно открутить такую шаровую перфоратором. Главное не перепутать, в какую сторону крутить. Ура! Победа! Второй миф оправдался на сегодняшний день. Вот так вот.
люфт есть хороший. Сейчас закрутим новую. Хорошо, хоть в прошлый раз меняли, не пожалели смазки. И сейчас то же самое. Медной смазочкой все это покроем. Оставлю ссылку в описании, где покупал аэрозольную медную смазку с бесплатной доставкой. Ага, а головы-то у меня нет. Закрутить. Прибегнем к этому же способу. Ну и еще разок для страховки. Нет, больше не крутится. Теперь сложная задача. Нужно не повредить пыльник. Так, еще нужно законтрить, чтобы не откручивалась вот в поворотном кулаке выемка. Совершенно тупым зубилом замять туда кромочку, так же как и было на старой шаровой опоре, чтобы не вздумала откручиваться самостоятельно. Желательно не порвать эту кромку, иначе она здорово ослабнет. Это завальцовка. Ставим теплозащиту пыльника шаровой от тормозного диска. Очень важное предостережение. Не выдерните случайно привод из коробки, а то масло вытечет. Блин, та сторона вообще ловко так отскочила просто на раз. Это ни в какое, блин. Не получается. В тот раз у меня вот так вот получилось. Не знаю, в этот раз получится или нет.
Второй раз этот же фокус почему-то не прокатил. Теперь очень трудная задача надеть шаровый в рычаг. О, получилось. Надо же. Тут надо держать палец шаровой опоры. Иначе, если это заворачивать гайковертом, вы провернете сам палец в шаровой опоре, и срок службы шаровой резко сократится. Так что, по крайней мере, пока его не затянет конус в рычаг, нужно держать. Все, уже не проворачивается пальчик. Теперь можно от души затянуть. Один миф у нас оправдался. Тот, который перфоратором можно открутить шаровую. А второй миф наполовинку. Одну шаровую очень удачно сняли, вторую не получилось. Пришлось применять съемник. Так что, наверное, все-таки это зависит от формы вот в этом месте поворотного кулака. Может быть, на других машинах здесь гораздо более удобно и просто сдергивать его отсюда. То, что ты туда положишь, это просто выдавливает. Так что на других машинах еще попробуем.